Продолжаем наше путешествие по Сербии. И сегодня решили поехать в городок Ниш. Он находится южнее Белграда. И сейчас идем на парковку, забираем машину и отправляемся в город Ниш. Еще хотел сказать несколько слов про парковку в Белграде. Она практически везде платная. Город поделен на 3 зоны. Центральная часть города — это зона самая дорогая. Максимально можно ставить машину на 2 часа. И можно парковаться вот в таких вот гаражах частных. Ну, просто обычная парковка. Дневной абонемент стоит 15 евро, либо 1800 динар. Вот приехали в город Ниш. 3-й по величине город Сербии, крупный промышленный центр. В нем живет 380 тысяч жителей. И сейчас идем в сторону Нишской крепости. По крайней мере, я надеюсь, что мы идем в ее сторону. Зашли внутрь крепостной стены. Ну и здесь как-то все больше похоже на парк. Кафе со всякими вот детскими паровозиками. И вот тут нашли какие-то очередные развалины античных терм. Ну вот несколько стен. Это все, что осталось от этих античных терм. Какая-то девочка прибежала еще местная. Еще одни руины. Это Византийская улица раннего византийского периода, 5-6 век нашей эры. Ну и вот рядом с руинами какая-то вот то ли башня, то ли храм. Это мечеть. Мечеть Бали-Бей. 1521 года. Еще одна достопримечательность. Как написано на табличке, это некое сводчатое сооружение. Похоже на какой-то подземный ход, как мы любим. Там нет ничего. Пойду проверю. Не вляпайся. Постараюсь. Ну почему? Тут дальше можно пройти. Может, не нужно? Сейчас я включу фонарик, чтобы куда-нибудь не наступить во что-нибудь. И пойду исследовать. Ну тут действительно прям большое помещение. Свод. Вот такое вот интересное местечко. Следующее интересное местечко Нишской крепости — это лапидариум. Для тех, кто не знает, что такое лапидариум, объясняю. Это коллекция древней письменности, выполненной на каменных плитах. Дошли до городского сада. Градская башта по-сербски. Как-то очень интересно. Вот зашли мы в эти большие ворота, над которыми написано «Городской сад». А здесь какие-то непонятные то ли гаражи, то ли какие-то складские помещения. И стоит куча техники. Что-то я не совсем понял, зачем было столько указателей в это место и зачем такие помпезные ворота. Расскажи, пожалуйста, про городской сад. Городской сад — это, по-моему, обычный рынок-садовод.
Здесь вот стоят цветочки в горшочках, на каждом привязана бирочка с ценой. Ну и, собственно, это все. В общем, да. То есть вот парочка поливальных фонтанчиков, 2 елки. Беседка. Да, беседка есть. Цветочки. И все. Очень интересно. Очень интересно, но нифига не понятно. Еще одно древнее здание. Только внутрь не ходи. Магазин пороха, которое было построено одновременно с крепостью. Закончили мы нашу прогулку по крепости. Не очень она нас впечатлила. Так, почему-то у меня ты в фокусе, а я нет. Ну, говори ты тогда. Ну ты сделай даже. Нет, говори, давай. Ну, крепость нас не очень впечатлила. Здесь просто обычный парк. Ну, правда, по нему очень приятно было прогуляться в тенечке. Ну, а так, собственно, из всех достопримечательностей только чуть-чуть развалин. Всё, пошли в город смотреть, что там есть. Да, пойдем. Фонтанчик напоминает чем-то Воронеж. Тоже год назад там были. Была жара, и тоже дети в таком фонтане купались. Плиточку меняют. Видимо, Сергей Семенович и сюда добрался. А вот там впереди происходит какое-то торжество. Возможно, свадьба. Пойдем, зайдем на свадьбу? Может, нас покормят там, угостят чем-нибудь. Сэкономим на обеде. Действительно, свадьба с гармонистом. Все как положено. Это ЗАГС. Вот очень интересно, тут расписаны деревья. И руки, ноги. Рубашка со штанами. Прикольно. В цветочек, из крышечек. Это самое одеяльце стеганое. Как оно называется-то? Связанная. Связанное, да. Кусочек. Веселенькие деревца. Молодцы. Вообще сам городок производит впечатление такого очень провинциального. По крайней мере, пока. Мы только вошли, вот первые улицы, которые мы видим, они производят такое впечатление. Ну и как и везде в Сербии, все стены изрисованы. Вот написано «Косово, я сердце Сербии». Вот вышли на какую-то большую улицу. Видимо, одна из центральных улиц города. Тут уже прям движуха. Люди есть, машины ездят. Домики побольше. Пришли к еще одному знаковому для сербов месту. Это башня Челякула, башня черепов. Памятник, посвященный первому сербскому восстанию, построенный турками из черепов сербов, которые были убиты в битве на горе Чагар. Битва произошла в 1809 году. Сербские повстанцы потерпели поражение, и по приказу турецкого паши трупы сербов обезглавили, а черепа вмонтировали в башню. String me
эта башня черепов, она находится внутри вот этой часовни, которую построили вокруг нее. Обратно к крепости и к месту, где мы оставили машину, мы решили доехать на такси, потому что немножко притомились гулять по жаре, ну и для экономии времени тоже. Приехали обратно к парковке, к тому месту, где мы оставили машину. Ну что могу сказать про город Ниш? Специально сюда ехать, наверное, все-таки не стоит. Но если вдруг где-то будете случайно проезжать мимо, то можно заехать, погулять по крепости, посетить башню черепов. А больше тут делать нечего. Ну а мы поехали дальше. Еще время немножко осталось. Может быть, успеем куда-то заехать еще. Ну, приехали в такой городок, называется Сокобаня. По идее, здесь должны быть термальные источники. Вот, нашли какое-то место, нам подсказала местная жительница. Называется Сокотермы. Сейчас пойдем на разведку, узнаем, можно ли тут искупаться в этих горячих источниках, или это просто какой-то аквапарк. Так, ну вот зашли мы в эти термальные источники Сокобаня, которые называются. Так, вот у нас Ирина Михайловна уже тестирует водоемчик. Ну расскажи, впечатления какие у тебя? Водичка как? Горячий. Какая температура? Градусов, наверное, 40-45. Периодически отсюда вот идут пузырики, гидромассаж, там есть джакузи. Вот, но это только один бассейн. На самом деле здесь 3 всего водоема. Сейчас покажу еще 2. Вот нужно пройти через кафе. Проходим через кафешку. И вот попадаем еще в один бассейн. Тут вода попрохладнее уже немножечко. Не знаю, градусов может быть 35. Здесь вот есть лежачки. Можно отдыхать после купания. Ну и вот еще один бассейн. Тут водичка еще холоднее. Такая совсем чуть тепленькая. Очень много тут детишек ныряет. Это вот само здание этого банного комплекса. Я вот совершенно случайно сейчас заметил, что тут есть еще один бассейник. Совсем маленький, но это какой-то лягушатник, мне кажется, просто для детей. Его мы еще не тестировали, наверное, не будем. Ира, как твои впечатления, поделись? И это бурление не от меня. Покажу, как выглядит раздевалка. Можно арендовать ящичек, куда сложить свои вещи. Оставляете 5000 динар в залог, и ящичек ваш. Вот есть душевые. Можно принять душ до и после бассейна. Ну, есть вот умывальник, фен. Все, что нужно, все удобства. И забыл сказать самое главное, входные билеты сюда стоят 800 рублей, 800 динар с человека. Это без дополнительных услуг, без массажей, просто вот сходите поплавать, покупаться.
Ну вот, отдохнувшие, посвежевшие, помолодевшие лет на 10, отправляемся уже обратно в Белград, потому что вечереет, время пролетело быстро, время это вообще в этой поездке наш главный враг, его всегда не хватает. Но с Сербией мы еще не прощаемся, у нас завтра здесь полдня, и мы эти полдня хотим посвятить просто прогулке по Белграду, покажем немножко сам город. Всем доброе утро! Начинаем наш день с прогулки по Белграду. У нас заключительный сегодня день, и у нас осталось немножко времени до того, как нам нужно ехать в аэропорт. Решили посвятить это время просто прогулке по городу, покажем какие-то основные интересные места, то, что успеем. Ну и вот первое красивое здание, это здание Национального музея Сербии. А рядом со зданием музея находится памятник князю Михаилу, великому сербскому правителю. И отсюда же мы выходим на улицу князя Михаила. Ну вот мы вышли на главную пешеходную улицу Белграда, улица князя Михаила. Это основное тусовочное место. Вечером здесь многолюдно. Работают кафешки, выступают музыканты. Ну а сейчас по этой улице мы выйдем прямо к центральной части города, к крепости Белграда. Ну и вот по улице князя Михаила мы вышли к парку Калимегдан. Это городской парк, который находится непосредственно около Белградской крепости. Один из крупнейших парков Европы. Ну и как обычно во всех туристических местах продается много сувенирной продукции. Маечки, всякие фуражки, флаги. В том числе и с Владимиром Владимировичем. Добрый день. A ima i ova. Ну, какая красота. Нет, спасибо. Super. Спасибо. У нас такого добра своего хватает. Ну и вот уже мы подошли практически к крепости. Здесь какая-то скульптурная композиция. Вот эти очень интересные деревца. Когда мы были в Белграде в прошлый раз, это было весной, они были все голые. А сейчас они покрылись листиками и очень красиво смотрятся. Смотри, какие, как у лиан. Ну вот, поднялись на самый верх. Находимся на вот такой площади на территории крепости. И отсюда открывается вид на речки Саву и Дунай. Происходит слияние двух рек. Вот видно, что они разного цвета. Дунай, он более грязный, вода коричневая. А Сава, она такая более чистенькая и голубая. Ну вот заходим внутрь, как я понимаю, цитадели. Центральная часть крепости. И здесь
расположен музей военной техники. Вот там вот, я не знаю, видно или нет. Сейчас выйду на свет, будет виднее. Вот сверху на стене стоят образцы пушек. А вот здесь внизу представлено уже современное оружие. Ну и вот это, видимо, тоже образец современного оружия. Бронетехника Шкода Фелиция. Машина-зверь. Сейчас идем по улице параллельной вот той пешеходной, по которой мы шли в сторону крепости. Возвращаемся в обратную сторону. Ну, это обычная городская улица города Белграда. Вот ходит общественный транспорт, троллейбусы тут еще сохранились, в отличие от Москвы. А это памятник знаменитому актеру, американскому, рожденному сербу, Карл Малден. Обладатель премий «Оскар» и «Эмми». Вернулись на площадь, с которой мы начали нашу прогулку. И вот здесь же, рядом со зданием музея, находится здание Национального театра. Тоже одно из самых красивых зданий в Белграде. Еще одно из красивейших зданий Белграда — это здание парламента. Немного напоминает парламент в Будапеште, в Вене. В том же стиле построено это здание. И вот очень красивый храм Святого Марка. Но внутрь не пойдем, потому что у нас очень мало времени. И вот подошли к еще одному знаковому месту. Это здание, которое было разрушено американцами, когда они пытались насадить тут демократию. Здесь был Генштаб и Министерство обороны. Ну и вот сербы решили сохранить эти руины как память тех событий. Ну и последняя на сегодня белградская достопримечательность — это здание аэропорта, которое расположено прямо за нашими спинами. Как обычно, путешествие закончилось стремительно, неожиданно, очень быстро. Все хорошее заканчивается быстро. К сожалению, мы не смогли показать все те красоты и интересные места Сербии, которые хотели, потому что 2 дня это слишком мало. Лучше сюда приезжать, наверное, дня на 3, а лучше даже на 4. А если на 5, то вообще было бы идеально. В общем, думаю, недели тут хватит в самый раз. Ну а мы на этом прощаемся. Едем обратно домой. И что, как обычно, призываю всех подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео, которые обязательно будут. Надеюсь, эти видео теперь будут не только про Россию, но и по другим странам удастся еще поездить. Ну а мы говорим всем до свидания, до новых встреч и новых путешествий. Всем пока!